Всем привет, меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал, где мы вяжем, вдохновляемся и делимся теплом. Сегодня у нас будет мастер-класс на эту замечательную лежаночку. Лежаночку свою я вязала уже больше месяца назад, как мне кажется, поэтому она уже, немножечко не в том состоянии, в каком она была, но она как бы для этого и создана, для того, чтобы ей пользовались и на ней лежали, и ей пользуются, и на ней лежат. Свой тестовый период она уже прошла, Кисульке она очень сильно нравится, она ее оценила, поэтому со спокойной душой делюсь с вами этим мастер-классом. Кстати, я уже давно поделилась, что я связала эту лежаночку у себя в телеграм-канале, так что если вы хотите первые узнавать, что у меня происходит, что я вяжу, читаю, можете подписываться и оставаться там со мной на связи. А мы с вами перейдем к материалам. Нам понадобится крючок 4,5 мм. Маркеры для вязания обязательно. Нам нужен будет один маркер, этого будет достаточно, но он нужен будет обязательно. Если у вас нет маркера, вы можете вместо него использовать или какой-то небольшой кусочек ниточки, пряжи, или, например, сережку. Когда у меня не было маркеров, я использовала вместо них сережку, что-нибудь, чем можно будет обозначить столбик. Также нам понадобятся ножницы, ну и самое главное пряжа. Я использовала Yarn Art Eco Cotton XL. Очень мне она понравилась для этого проекта. Мне понадобилось 2 мотка. Я заказывала пряжу в магазине вязаный.рф. И в этот магазин у меня есть для вас скидочка в 10% по вот этому вот промокодику. Так что пользуйтесь, пока он активен. Ну и все, материалы приготовили, теперь мы готовы начать. Начинаем вязание с кольца амигуруми. Располагаем ниточку так, чтобы ее кончик смотрел вниз. Обхватываем длинной частью нитки несколько пальцев. Просовываем крючок в образовавшуюся петельку. Захватываем длинную нитку, вытягиваем ее через это кольцо. Снова захватываем нитку и вытягиваем ее через ту петельку, которая у нас на крючке. Так мы закрепились в круг. Теперь нам нужно будет провязать 6 столбиков без накида. Вводим крючок в кольцо, захватываем нитку, выводим ее через кольцо, снова захватываем нитку и ей провязываем 2 петельки на крючке. Первый столбик без накида готов. Снова вводим крючок в кольцо, захватываем нитку, выводим, захватываем нитку, проводим ее через 2 петельки. Второй столбик без накида готов. Таких нам нужно провязать еще 4. 1, 2, 3, 4. Теперь нам нужно будет потянуть за вот эту вот короткую часть нитки, и кольцо у нас сомкнется. Хорошо затянули. Теперь нам понадобится маркер. Подготовили маркер и находим верхушку самого первого столбика без накида. Вот она. Если вам сложно ее найти, можете просто назад отступить 6 столбиков. Вводим в верхушку этого столбика крючок. Верхушка похожа на колосок, состоит из 2 таких стеночек. За обе стенки вводим крючок, хватаем нитку, вытягиваем, две петельки на крючке, захватываем нитку, вытягиваем через 2. У нас получился первый столбик без накида второго ряда. Обозначаем его маркером. В это же место, куда мы только что вводили крючок, откуда у нас выходит первый столбик без накида второго ряда, мы туда же привязываем еще один столбик без накида. Это называется прибавка, когда мы 2 столбика привязываем вместе. И мы будем делать прибавки по кругу в каждый столбик предыдущего ряда. Мы сейчас сделали с вами одну прибавку. В следующий столбик мы провязываем тоже 2 столбика без накида, сделали еще одну прибавку. Следующую тоже провязываем 2 столбика без накида, третья прибавка и еще 3 прибавки до конца ряда.
довязали и дошли до маркера. Вот там, где у нас маркер, мы туда будем провязывать первый столбик уже третьего ряда. Убрали маркер и провязываем столбик без накида. И обязательно не забываем обозначить его маркером. В этом ряду у нас будет такая последовательность. Мы вяжем одну прибавку, потом один столбик, одна прибавка, один столбик. В прошлом ряду у нас были прибавки прям в каждую петельку, здесь у нас прибавки будут через петельку. Мы с вами сейчас провязали один столбик, поэтому в следующую петельку мы провязываем прибавку, то есть 2 столбика вместе. Теперь нам нужно будет провязать один столбик в следующую петельку, в следующую 2. То есть 1, 2, 1, 2, 1, 2. Такая у нас последовательность. Так провязываем до конца ряда. И так как начинали мы не с прибавки, в последнюю петельку мы провязываем прибавку. Убираем маркер и провязываем первый столбик следующего ряда, 4-го. Столбик без накида и обозначаем его маркером. Как будем действовать в этом ряду? В этом ряду у нас одна прибавка будет разделяться 2 столбиками без накида. То есть мы сейчас провяжем прибавку, 1 столбик, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, 1 столбик и так далее. Мы сейчас с вами провязали 1 столбик без накида. Давайте в следующую провяжем прибавку. Вот такая у нас с вами будет последовательность. Я чуть позже объясню вам схему прибавок. Я не просто так здесь провязала всего лишь 1 столбик без накида и сразу же потом сделала прибавку. Несмотря на то, что сейчас я провяжу 1 столбик без накида, потом 2 столбик без накида, и только потом сделаю прибавку, и так я буду двигаться по кругу. Но остановлюсь я на том, что у меня в конце будет одинарный столбик без накида. То есть вот эти вот у нас одинарные столбики без накида у нас разделены на начало и конец ряда. Я надеюсь, эта часть была понятна. Если непонятно, просто повторяйте со мной. Сейчас все объясню. Продолжаем. Я сделала прибавку. Теперь мы делаем 2 раздельных столбика без накида, потом прибавка, 2 раздельных и так далее до конца. И в последнюю мы провяжем 1 столбик без накида. Вот в предпоследнюю я провязала прибавку, и получается в последнюю провязываем 1 столбик без накида. Это был наш 4-й ряд. Начинаем 5-й ряд, убираем маркер, провязываем 1 столбик без накида, обозначаем его маркером и провязываем туда же еще 1 столбик без накида. Начинаем с прибавки. 5-й ряд у нас будет строиться прибавка 3, прибавка 3. То есть каждая прибавка будет разделяться 3 столбиками без накида. Мы сейчас привязали прибавку, потом 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик. И так далее будут строиться наши все ряды, какой бы диаметр вы ни сделали. Мы в каждом ряду будем прибавлять расстояние между вот этими вот прибавками на 1. То есть у нас было сначала в каждую прибавке, потом прибавка через 1, прибавка через 2, сейчас будет прибавка через 3 и так далее до какого угодно ряда. Начали мы с вами с прибавки, поэтому провязываем 1 столбик без накида, 2, 3 и делаем прибавку в следующую. Если у вас почему-то рисунок не получается, например, вы начали с прибавки и почему-то закончили прибавкой тоже, значит, вы где-то ошиблись, например, где-то забыли привязать прибавку или где-то привязали прибавку не через 3, а через 2. В общем, где-то в рисунке у вас ошибка. Очень удобно вязать таким способом, потому что не нужно считать количество столбиков в каждом ряду, потому что так или иначе у вас есть узор, и если в конце ряда у вас этот узор не получается, явно вы где-то в этом ряду сделали ошибку. А я тем временем закончила 3 столбиками без накида, как говорила, и давайте начнем 6-й ряд. 6-й ряд мы начнем с вами с 1 столбика без накида, обозначим его. И в 6-м ряду у нас
прибавки будут разделяться 4 столбиками без накида. Поэтому я хочу сейчас провязать 2 столбика без накида. Вот у меня уже один есть, второй провязываю уже вот в следующую петельку. То есть я не делаю прибавку. И вот после 2 я делаю прибавку, а потом вяжу обычным рисунком. То есть 4 столбика без накида. 4. И только сейчас делаю прибавку. А в конце, так как мы начали с 2, мы закончим тоже 2, чтобы у нас в итоге получилось 4. То есть у нас здесь 2, и нам здесь для завершения, скажем так, цикла не хватает еще 2 столбиков без накида. Поэтому закончим мы с вами 2 столбиками без накида в 2 разные петельки. Начинаем 7 ряд сразу с прибавки. Убираем маркер. И начинаем 7 ряд с прибавки. Первый столбик обязательно обозначаем маркером. И провязываем в это же место еще одну прибавочку. И в 7 ряду у нас будет теперь расстояние в 5 столбиков между прибавками. Провязываем 5 столбиков без накида и делаем прибавку. И так до конца ряда. Остановимся мы с вами в конце на столбиках без накида. Готово. И смотрите, какой аккуратный круг у нас получается. Нет каких-то, знаете, явных признаков многоугольника. Такого у нас нет. У нас прям получается красиво. И как так получается, что у нас получается красиво? Мы с вами делаем прибавки в разных местах. То есть где-то мы прибавку делаем в самом начале ряда. Где-то мы делаем прибавку в самом конце, то есть в конце я имею в виду, мы с вами, например, сначала можем привязать 6 столбиков без накида в следующем ряду, и только потом сделать прибавку. Можем сначала сделать прибавку и потом провязать 6 столбиков без накида. Мы можем эти столбики без накида, как мы уже делали в некоторых рядах ранее, разделить, например, провязать 2 столбика без накида, потом сделать прибавку и в конце провязать еще 4, чтобы в общей сложности у нас получилось 6. В общем, нам нужно двигать прибавки, и когда вы видите в некоторых рядах у вас становятся очевидны вот эти вот выпирающие части, и если у вас такое получается, например, вот получилось так, что вот этот вот ряд у вас выглядит как вот такой вот многоугольник. Что вы делаете? Вы делаете прибавки в тех местах, где не выпирают вот эти вот штуки. Например, у вас начало ряда вот тут вот, да, и ваш круг почему-то выглядит так. Вы провязываете прям самый первый столбик прибавку, то есть вы здесь увеличиваете количество петелек, потом провязываете, 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 у вас здесь следующая прибавка будет. Провязываете, провязываете, здесь следующая прибавка будет, то есть прибавка 6, прибавка 6, прибавка 6 и так далее. У вас получатся прибавки как раз-таки вот в этих вот прямых местах, а на вот этих вот вершинах у вас не будет прибавок, и у вас круг выровняется. То есть не бойтесь того, что в некоторых рядах у вас ситуация будет выглядеть так, это абсолютно нормально, и вы исправите данную ситуацию в следующем ряду. Сейчас круг у нас выглядит достаточно красиво, хотя вот в предыдущем ряду были немножечко заметны вот эти вот вершины. Так как у меня круг выглядит красивым, круглым, мне все равно, где делать прибавку в следующем ряду, в начале, в конце, в середине, поэтому я предлагаю ее сделать, через 3 петельки. Как вам такое? Провязываем 1. Забыла обозначить маркером. Не забываем. Это очень важно. Обозначаем маркером. Потом сделаю 2 и 3. Сделаю потом прибавку. Готово. И дальше у меня схема 6 прибавка, 6 прибавка. Закончу я 3 столбиками без накида, потому что я начала всего 3, а мне для завершения рисунка нужно 6. Я надеюсь, я понятно объяснила эту схему. В общем-то, мы продолжаем
увеличивать круг до того диаметра, который вам необходим под размер своего питомца. И встретимся уже с вами, когда вы доделаете этот круг и доделаете второй. Он у меня уже готов. Смотрите, он получился прям круглый, красивый, нигде ничего не выпирает. Мы вяжем 2 одинаковых круга, а потом встречаемся для того, чтобы вязать следующую деталь. После того, как мы провязали очередной ряд и поняли, что диаметр нам подходит, мы убираем с вами маркер, и вместо маркера мы сейчас провяжем соединительный столбик. Вводим крючок туда же, где был маркер, захватываем ниточку, проводим ее через петельку, вот эту, и через ту, которая на крючке сразу же, и вытягиваем ее. Я закончила второй круг. У меня диаметр 30 сантиметров, и в последнем ряду у меня между прибавками по 21 столбику без накида. Теперь нам нужно будет соединить 2 круга вместе. Вы можете привязать, в принципе, конечно, и 1 круг, но я советую 2, чтобы кисунечке было удобно и комфортно лежать. А еще лучше будет, если вы между вот этими вот 2 частями добавите немножечко наполнителя для игрушек. И я именно так и сделаю. Немножечко, совсем для того, чтобы здесь было мягко лежать. Так, прикладываем друг к другу вот эти вот круги. Таким образом, чтобы конец, там, где мы отрезали ниточку, у нижнего круга был с одной стороны, а у второго был где-то вот тут вот с другой стороны. Чтобы они были примерно друг напротив друга. Теперь мы начнем соединять эти круги вместе соединительными столбиками. Мы соединим примерно вот здесь вот остановимся, то есть вот это вот пространство у нас будет не провязано. Мы наполним эту, можно сказать, уже подушку немножечко наполнителем. Потом практически довяжем до конца. Оставшуюся часть тоже наполним наполнителем и довяжем. Это то, что мы будем делать сейчас. Так, теперь как присоединить 2 детали друг к другу. На верхнем круге вводим крючок в абсолютно любую петельку. И в нижнем круге я как раз таки начну вот с этого момента. Нам нужно будет ввести крючок или сюда, до соединительной петельки, или как раз таки туда, куда мы провязывали соединительную петельку. Вот сюда вот снизу. 2 варианта, да, еще раз. Или сверху сюда, или снизу сюда. Я начну прям сверху. Введу сюда крючок, возьму новую ниточку и проведу ее через вот эти вот 2 петельки. Немножечко вытяну край, а то он слишком короткий получился. Провязываем воздушную петельку для того, чтобы закрепиться на этом месте. Готово. Теперь вводим крючок в следующую петельку сверху и в следующую петельку снизу. Снизу это там, куда мы присоединяли соединительный столбик. Помните? Вот туда вот вводим крючок. Снова цепляемся за нитку. Теперь вводим ее через вот эти вот 2 петельки и через ту, которая на крючке. Сразу через 3. 1, 2, 3. Дальше в следующую петельку, здесь тоже в следующую. И провели через 1, 2, 3. Таким образом мы соединяем вот эти вот 2 половинки прям по кругу. И, как я сказала, остановимся где-то вот тут, вот, чтобы нам было удобно начинить эту подушку наполнителем. Это мы сделаем с вами вместе. И потом довяжем этот круг. Но отрезать ниточку нам не нужно будет. Поэтому, если вы эту часть будете делать без меня, не отрезайте ниточку. Вот так вот мы с вами по кругу все присоединили. Оставили такое небольшое пространство, кармашек. И сейчас в этот кармашек мы с вами будем вкладывать наполнитель. Так как это нижняя часть, подушечка, я не буду наполнять ее прям до отказа.
не хочу, чтобы она была прям такая жесткая, пышная, просто хочу, чтобы она была мягенькая. Поэтому я добавлю немножечко наполнителя. После того, как я его добавлю, нужно будет кружочек закрыть практически до конца. И давайте на этом моменте как раз таки и встретимся после того, как вы наполните и привяжете примерно вот до сюда. Так, наполнила я подушечку. Вот такая вот она у меня получилась. Как вы видите, где-то чуть поменьше, где-то чуть побольше. Я решила не запариваться. Самое главное, чтобы кисульке было удобно, а не красиво. А я прям жестко набивать не хочу, как я уже сказала. Вот такой вот вариант меня устраивает. Теперь довязали практически до конца. Осталось прям совсем маленькое пространство. И нам нужно дозаполнить вот эту вот часть. Ее как раз таки дозаполняем еще наполнителем. И потом уже будем закрывать круг. Вот эти вот ниточки, которые у нас тут были, мы с вами тоже прячем внутрь, чтобы ничего не мешалось. И последний соединительный столбик у нас будет идти вот в это вот немножечко странное место. Здесь вот у нас есть одна петелька. И с этой стороны есть еще. Они странно выглядят, но там тоже не забываем провязывать соединительный столбик. Немножечко затягиваем. И получается первый наш круг готов. Теперь, начиная со следующей петельки, мы будем с вами вязать столбики без накида. Для того, чтобы подняться вверх, мы будем их вязать по кругу без прибавок, только за заднюю стенку петельки. Вот, например, следующая петелька, она у нас уже вот тут вот. Это уже наша соединительная петелька. Видите, она вот, голосочек. Только за заднюю петельку вводим крючок, провязываем столбик без накида. Обозначаем его маркером, потому что это первый столбик нового ряда. И далее по кругу за задние стеночки продолжаем с вами вязать столбики без накида. Встретимся с вами вот тут вот, когда будем переходить на следующий ряд, и я вам дальше скажу, как мы будем подниматься наверх, как мы будем вязать вот эти вот стеночки наши. Довязала ряд столбиками без накида и дошла до маркера. Там, где маркер, мы его убираем и провязываем столбик без накида, но уже за обе стеночки петельки. За обе стенки провязываем столбик без накида, и это первый столбик без накида второго, получается, ряда. Обозначаем его маркером и по кругу вяжем столбики без накида уже вот так вот за обе стеночки петельки. И таких рядов нам нужно сделать плюс-минус 20. Я в следующем кадре вам обязательно скажу, сколько рядов у меня получилось, сколько нужно сделать. Пока что просто не могу сказать. Но мы просто вот вяжем по кругу. Как только доходим до маркера, маркер убираем, на его месте провязываем столбик без накида, обозначаем его маркером снова, как первый столбик следующего ряда. И дальше вяжем по спирали столбиками без накида, без прибавок, самое важное, потому что мы хотим двигаться наверх. И встретимся с вами через определенное количество рядов. И я провязала 22 ряда столбиками без накида. И мне эта высота нравится. Вот примерно половину будет высота, потому что мы это сейчас сложим вот так вот вдвое. И получится высота стенок будет примерно плюс-минус такой, чуть-чуть поменьше. Меня это устраивает. Если что, можете провязать на несколько рядов больше или меньше. Это регулировать достаточно просто. Теперь как раз-таки сгибаем вот эти вот стенки таким образом. Ну, не по всей окружности, просто вот так вот эту часть пока что согнули, так, чтобы у нас вот этот последний ряд оказался рядом с началом, где мы начинали вязать вот эти вот стеночки. Вот видите, тут прям косички видны. И с этого момента мы будем провязывать соединительные столбики за верхние вот эти вот петельки. Тут есть несколько цепочек. У нас тут как бы 3
ряда. Вот один колосочек, первый ряд, второй ряд колосочков. И еще у нас сверху вот эти вот петельки есть. Мы как раз таки будем вязать в них. Я надеюсь, вам видно. Вот смотрите, у нас 3 ряда таких вот стеночек. Вот первый ряд, нижний, средний ряд и вот самый верхний. В принципе, разницы особой нету. Выберите один из них, я буду вязать за вот эти вот верхние петельки, стеночки. Мы уже знаем, как вязать соединительные столбики, но давайте на всякий случай вам покажу. Снимаю маркер, ввожу крючок туда, где был только что маркер, вот так вот сгинаю стеночку, и прям та стеночка, та петелька, которая находится напротив нашего вязания, в нее первую вводим крючок. Мы не вводим крючок туда, где мы начинали, вот это вот момент, где мы начинали вязать стенки, потому что вязание по спирали, оно немножечко идет как бы в сторону, и мы сейчас ушли в сторону, поэтому если мы провяжем вот сюда, видите, изделие перекручивается, то есть стеночки у нас не получатся ровными, поэтому просто сложите и на глаз то, что вот прям перед этой петелькой у вас есть, прям туда и провяжите. В моем случае я ввожу сюда, цепляюсь за ниточку и провожу эту ниточку через все петельки, которые у меня есть на крючке. Готово. Теперь следующую с этой стороны, следующую здесь, и снова цепляемся за ниточку и через все петельки на крючке. Таким образом мы провязываем по кругу, но не спешите, не провязывайте сразу весь круг, потому что нам его тоже нужно будет наполнить наполнителем. Поэтому провяжите где-то четверть или половину и сразу уже начинайте, скажем так, начинять наши стенки, чтобы они получились плотные, в отличие от вот этой вот части, которую я хотела. Напоминаю, связать мягкой, может быть, вы не захотели, тоже ее связали плотной. Стенки я хочу, чтобы были прям плотными, и чтобы не пропустить ни один участок, чтобы у нас все стенки были плотные, мы будем их наполнять как бы по мере продвижения нашего вязания. И прям в самом конце с вами встретимся и закроем круг, донаполним стеночки и закончим вязание. Вот у нас остался один непровязанный столбик. Его провязываем. Здесь вот тоже один. И сделаем соединительную петельку в следующий столбик просто. Именно просто вот в него. Ой, волосик. Вот так вот. Потом сделаем воздушную петельку, затянем и закроем вязание. Я вам советую оставить достаточно длинный хвостик и просто убрать его внутрь. Так. Ставим вот такой вот хвостик. На всякий случай. Это не помешает. Вот так вот. Теперь засовываем, например, вот сюда куда-нибудь. Потом вот так вот. Так. И эту ниточку проводим. Ой. Вот так вот. Вот и все. Готово. Это изнаночная сторона. А лицевая сторона выглядит вот так вот. Вот такой вот простой и легкий мастер-класс. Надеюсь, у вас все получилось. Обязательно делитесь фотографиями своих питомцев на этой лежанке. У меня в телеграм-канале под любым постом на самом деле. Я обязательно это увижу, потому что я читаю все комментарии. А я буду с вами на этом прощаться. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Я надеюсь, ролик получился полезным, информативным и достаточно простым. И жду вас на следующей неделе на своем канале. Пока-пока. Боже, посмотрите, какая булочка. Ей даже не показывала, что здесь нужно лежать, а не играться с этим. Она сама поняла. И она теперь здесь спит.
Боже мой, как я рада, как это мило.